Всем привет! С вами Наталья и канал NK Modern. Сегодня я хочу поговорить на такую очень важную для многих тему. Это секрет быстрой вышивки. Я увидела более чем одно видео на канале YouTube у одной девушки, потом у второй. И мне очень понравилась тема быстрой вышивки. Но, к сожалению, я поняла, что все вещи, которые сказаны, они правильные. Оно возникло из-за того, что эти все темы были посвящены ничему иному, как вышивке крестиком. Есть у меня свои, как говорится, поправки, есть свои комментарии на тему того, что же необходимо именно для вышивальщицы, если это касается вышивки бисером. Поэтому приступим. Наверное, самое важное, самое необходимое, как ни странно, которое я бы хотела назвать там первым пунктом, хотя по пунктам тут сами как хотите, стоит ли разбирать, это то, что желание и актуальность вышивки. Многие скажут, а зачем мне быстро вышивать, ведь я беру, наслаждаюсь процессом, я могу растянуть его на годы. Да, но нет. Опять-таки очередное но возникает, из-за чего, что у каждого из нас бывают моменты, когда есть вышивка действительно для удовольствия, а есть какой-то процесс, который, очень хочется вышить, и при этом он ограничен в сроках, так как это подарок, там еще какое-то, не знаю, мероприятие, церемония, и так далее. Вот, поэтому иногда действительно есть необходимость вышивать быстро, а иногда, как у меня в данном случае, да, я почему задумалась над этой темой, это то, что у меня действительно есть желание там вышить все за 5 минут и так далее, плюс собралось очень много схем, а появились новые, как все успеть, и при этом все любимые и так далее. Самый первый момент, это, конечно, если вы вышиваете один процесс, вероятно, что вы закончите его очень быстро, выше, чем когда вы вышиваете несколько процессов. В моем случае это сейчас около 4 процессов запараллеленных. Если кто меня смотрит давно, то, возможно, знает, видит, что у меня вот гибискус, Дед Мороз, это то сейчас, что параллельно. Я вот закончила сервиз не так давно. Коник и несколько еще, вот мышку я собираюсь приступать и так далее. Поэтому, конечно, получается, что, так серьезно я разгулялась, да, разбушевалась и так далее, и тому подобное. Первый и самый, наверное, правильный момент для того, чтобы с одной работы, опять-таки, я буду говорить со своего опыта, опыту моему год, но многие говорят, что я быстро работаю. Поэтому для того, чтобы понять, да, секрет моего мастерства как-то в каком-то из тегов я рассказывала, показывала, как я вышиваю, что там 2 прокола и так далее, но мы к нему дойдем. Первое и самое важное, как ни странно, это все-таки планирование работ. И планирование вполне не шуточное. Я, например, пришла к выводу, что мне не всегда нравится подбирать ключ в магазине, либо еще где-то. А действительно, для того, чтобы сэкономить время, я заказала у Олеси подбор. Олеся мне подобрала, пока я в это время была занята каким-то другим вышивкой какой-то другой. Вот у меня набор, видите, она мне прислала со всеми номерочками. Моя задача оказалась просто рассыпать по номеркам и, соответственно, вышивать. Нитки, иголку, это такой момент. Это очень важно, потому что подбор бисера, как ни крути, даже при всем... Вот у меня еще ни разу не было такого, чтобы вот у меня было всего и достаточно. Всегда 1 или 2 пункта все равно выпадают, и приходится либо докупать, не хватает по количеству, либо вообще нету, соответственно, покупать, ждать и тому подобное. А еще интереснее, что задерживает вышивку, это то, что... Вот у меня такое случилось, я достаточно долго искала 2 артикула бисера, нашла только в одном магазине, это был магазин Иголочка, и когда я уже в конечном счете все заказала, удивление мое было весьма безгранично,
за день до отправки заказа, то есть спустя месяц, мне сообщили о том, что 2 артикулов так и нет. И если бы этот заказ, если бы я эту схему просто ждала, а не планировала, не комплектовала, да, то по факту я была вынуждена бы остановиться. Поэтому очень важно и, можно сказать, обязательно это комплектация. Комплектация у нас должна быть, вот видите, не взяла я ножницы, по граммажу, либо поштучно, если вы подбираете по схеме. Но если у вас действительно какие-то срочные вещи, я рекомендую все-таки потратить там 20, 30, 50, я не знаю, кто сколько берет из девочек за подбор. У меня были такие случаи, тем более, когда не хватало опыта. Но Олеся Архибис это точно не касается. Я вот не помню, кто из девчонок. Наверное, Art Modern. Мне тоже Олеся, только бисеринка это. Не путать с Олесей Архибис. Они мне просто подобрали, сделали список артикулов. И почему я люблю такой вариант подбора? Из-за того, что у меня, во-первых, опыта нету, но если что-то мне не понравится в процессе, да, какие-то цвета, я всегда имею право что-то поменять. Ну, да, допустим, не покупать сразу весь набор и тому подобное. Я дама капризная, поэтому я действительно такие моменты, как подбор бисера, стараюсь все-таки контролировать. Вот тут я отпустила все на самотек, но опять-таки все номера, которые здесь, мне очень даже нравятся. Я надеюсь, видно, потому что я решила присесть, и не полностью все попадает в кадр. Так, это первый, значит, момент, это комплектация. То есть комплектация либо заранее делается, либо сторонними людьми. Я думаю, что тут понятно. Второй момент. Организация самого вышивального процесса. Очень важно. Скажем так, Шашель Тойс, огромное им спасибо. Это не в кавычках, это искренне, но за счет того, что они произвели очень удобные для вышивальщиц органайзеры, теперь приходится вышивать все сразу, потому что есть такая возможность. Как Наташа Наталинка сказала, все понадкусивать. Ну, в этом есть доля правды. Как ни крути. Поэтому организация процесса. Важно, очень важно, чтобы процесс останавливался только по вашему желанию, а не по сторонним обстоятельствам. Это стопроцентная комплектация. И я что делаю? Я всегда заполняю все ячейки по цветам. Как минимум в такие, ну тут ключ, конечно, кривоватый. Вы видите разброс такой зеленый, зеленый, зеленый. Но вообще в идеале, когда ключ зеленый все рядом, и можно, соответственно, посмотреть градиент. Ну, тут фантазийная тематика, с градиентом как бы особо смысла нет играться, но тем не менее, вот, например, небо, вот раз, два, три цвета и 4, они очень даже хорошо будут смотреться, это видно даже невооруженным взглядом. Соответственно, синий внизу, он более тяжелый. Ну, как бы... Тоже, ну, почему я не люблю по чуть-чуть, вот в органайзере, особенно если снять вот крышку, нет вот этих отблесков, то можно увидеть, насколько... Поэтому организация самого процесса очень важна. Вам должно быть настолько комфортно, чтобы вы в любой момент открыли крышку, сели, вышили, пошли дальше. Это касается и девочек, которые вышивают на любом другом месте. Кстати, еще такой лайфхак. Увидела, кстати, по-моему, Оксана Демина. Я найду, если ссылку поставлю на ее, кто вышивает крестиком, возможно, это видео будет полезным. И что я вам скажу, что вот Оксана предложила такой вариант примагничивать магнитами вот такого плана для... Ну, тут этот большой, есть же и поменьше. С двух сторон сам органайзер. И таким образом, кто вышивает вышивку, да, в нашем случае это бисерная вышивка, можно крепить такие органайзеры, то есть одну и вторую там ячейку занять, или там наискосок, ваше право, и тем самым закрепить к ткани. Ну, то есть, естественно, вам понадобится 4 магнита. Вот, поэтому важны при организации процесса помощники. Органайзеры, раз, нитки, два,
А по поводу ниток, почему они должны быть разные? Ну, у меня как бы одни мои любимые, полюбившиеся, но их почему существует достаточно большое количество? Потому что вот есть лавсан, который не перетирается, но при этом крутится, когда вышиваешь схему ВДВ. Конек, он вообще тут безобидный в этом плане, очень тонкий габардин, раз проклеен, и все, в общем, идеальный, он тоненький. Есть нитки, которые там для канвы, они обладают большей толщиной и так далее. Это тоже немаловажно. Чем длиннее нитка, тем реже вы ее режете, да, то есть отрезаете, завязываете и тому подобное. Моей нитки, моей длины нитки хватает на полчаса вышивки. Извините, что-то шумят за окном. Вот. Соответственно, чем чаще вы будете отрезать, тем больше у вас будет понижаться скорость, да. Это очень важно. Потом иголки. Ну, я не знаю, видно или нет. Я так постаралась их закрепить поближе друг к другу, но по факту я сейчас вам вот положу одну и положу вторую. Вот эти две иголки. Я пользуюсь в основном этими двумя длинными. Секрет этих иголок в том, что номера в основном использую 12 для того, чтобы просто менять эти иголки. И тем самым, видите, ну плохо видно, вот я положу их назад, и тем самым я обеспечиваю себе смену, как я держу иголки, и у меня не устает так сильно рука. В идеале, конечно, я, например, уже приспособилась, с одной рукой вдеваю, другую нитку достаю, но это для того, чтобы опять-таки работали обе руки, правая и левая. Если вы работаете только одной рукой, еще и в один прокол, ну, мне кажется, это очень тяжело. Это, во-первых, дополнительная усталость, а когда появляется усталость, снижается как скорость, так внимательность, потому что, опять-таки, влияющая на скорость. Мы же сегодня говорим о скорости и так далее. Поэтому очень важно, чтобы у вас была возможность вышивать иголками двумя разной длины. Вы тем самым обеспечите, ну правильно, единственное, что, конечно, кому-то не нравится монотон, а кому-то не нравится там еще что-то. Что еще влияет на скорость? Очень важно обращать внимание то, на чем вы вышиваете. Скажу, как говорится, улыбки не тая, что даже многоцветка, если она вот такого сплошной зашивки, скорость вышивки на ней выше, чем на частичной зашивке. Казалось бы, малявочки, чего от них ожидать, но из-за того, что вы крутите, вертите работу, тоже снижается скорость. Это раз. Во-вторых, что тут думать? Идешь туда-сюда, и как бы все здесь понятно. Но, однако, если у вас частичная зашивка, то надо уже проявить фантазию. Условно, если бы нам нужно было, ну, в моем случае, мне нужно было вышивать одну вот эту бабочку, то я должна была думать, там, с чего бы мне начать, как дальше пойти, как, ну, в общем, выкрутиться. Многие, кто вышивал, об этом тоже знают. Что еще поедает нашу скорость, да, такие пожиратели нашей скорости? Важно понимать, что вы шьете, да, что вы вышиваете. Опять-таки, при недостаточном освещении вам есть необходимость медленнее работать, так как вы вынуждены приглядываться. Вот в данном случае у меня, видите, символьная схема. И тут я, в принципе, понимаю, что вот коричневый у меня 1, 2 и 3. Тут достаточно все понятно. Да, я надеюсь, видно. Если не видно, давайте ближе покажу. Сейчас наведу. Видите, вот прям здесь на схеме у меня видно 1 коричневый, причем вот этот 2 символьный и вот этот. То есть мне, скажем так, очень здорово напрягаться не приходится. Но, тем не менее, я каждый раз вынуждена заглядывать вот сюда в ключ и смотреть, где же что. То есть 1, 2, 3. Это важно, поэтому я пишу у себя в органайзере цифры, чтобы каждый раз, не приглядываясь, вот смотреть 12, 13, 14. Я уже, глядя на эти цифры, просто вот здесь в органайзере фиксирую, какие могут быть у меня там дальнейшие цвета и тому подобное. Потому что
посмотреть, сверить, потом еще, это тоже, ну, путается время. Тем более, если сейчас, как я шью сразу несколько процессов, да, я, ну, могу подзабыть о том, что же здесь происходит. Поэтому я стараюсь вышивать все-таки поэлементно, но, скажем так, вы видите, я растягиваю вот так вот. Я приняла для себя, что для меня это нормальная высота из-за того, что вот дальше там небо будет, и по сути будут совсем другие цвета задействованы. И как бы тут, может быть, я и буду вышивать полными рядами, а здесь как бы мне и не надо. Вот, поэтому чем меньше цветов по факту в работе, тем быстрее тоже будет бежать у вас работа. Еще такой момент, как бы это именно о процессе. О подготовке к работе. Немаловажный фактор, скажем так, как вы будете переходить из работы к работе, да. Ну, все, кто бисерные вышивальщицы, да, я думаю, не только бисерные, знают, сколько времени съедает процесс подготовки, если ты занимаешься сам подбором, даже если у тебя есть схема и в ней указаны артикулы. Сам момент хранения, вот как ни крути, хранение, да, даже если вы выбрали схему, она вам нравится, и вы вот уже планируете ее отшивать, поиск того бисера, который есть в наличии, может придать вам, мягко говоря, головную боль. Я уже показывала, у меня есть видео о том, как я храню свой бисер, ну, это отдельное видео, а здесь я хочу сказать, что я вот нашла для себя вот такой способ хранения. Вот, это у меня баночки, в которых я храню. Здесь у меня помещается 100-150, здесь помещается, ну, типа 60. Я все цвета подписываю вот таким образом, чтобы было понятно, что это коричневый цвет. Как минимум я быстро нахожу. Плюс у меня на крышке и на баночке подписано одно и то же. К сожалению, один раз вот меня такое даже такое не уберегло. Я в итоге смешала 10-й 0,50 и 17-й 0,50. Вы можете представить мой ужас, когда я села и поняла, что мне сейчас это все надо перебирать. Вот, да, бывают и такие, что причем по 50 грамм и того было. Поэтому истории печальные, но все-таки, если вы хотите, чтобы у вас был порядок, то в идеале, чтобы вы понимали, то есть у меня вот таким образом, я знаю, что если у меня плюс электронная табличка, да, что есть 50 грамм, я сразу ищу вот такую баночку, что есть больше, ну, к сожалению, видите, тут меньше, вот такие баночки. И если я знаю, что у меня на остатке там 10-20 грамм, ну, это у меня с набора, плюс-минус вот такие вот пакетики, в таких пакетиках я храню, оставляю по 10 грамм, я их не расфасовываю, потому что там особо здорово нечего и расфасовывать. Вот. Плюс у меня комод, я тоже его как-то показывала в своих буднях. Я знаю, как в библиотеке, ну, возможно, многие из нас уже были в библиотеке, кто-то может и нет. И я знаю, что там в верхнем ящике у меня хранится там с нулевой серии по там 17-ю, во втором ящике там с 18 по 50-ю, ну, 49-ю. В третьем ящике с 59 серии по 79 включительно. Ну и последний ящик с 80 и до бесконечности. Кстати, самый последний, как ни странно, оказался пустым. Также я вот буквально сделала сейчас каталог. Я уже показывала. Это каталог бисерный. Ну, вам частично виден, ну, я думаю, этого вам достаточно. Я как минимум теперь знаю, кроме того, что в электронном виде, я знаю, какие у меня есть в наличии и как они выглядят. То есть не просто фотография, да, картинка. Я еще теперь, ну, хотя, видите, вот у меня, например, 0,1 182 вообще странно выглядит. Он какой-то непонятно рыжий, то ли выгоревший, то ли не, ну. У меня, кстати, к многим цветам на самом деле бисера есть сомнения.
что это корректно. И уже, знаете, когда я захочу, вот, допустим, вышивать те же горы, да, я уже вижу, что где какая у меня градация. И плюс я даже некоторые цвета здесь искать уже не буду, по той простой причине, что, как видите, здесь все пусто. У меня их точно нету, и покупать их все-таки придется. Вот 17-я серия, мне как оказалось, вообще насыщенная. Вот. И таким образом я уже буду понимать, были у меня когда-либо эти цвета или не были, и так далее. И когда я там вижу, мне, например, нужно там 17328, ага, вот он фиолетовый. Я уже, когда буду лезть к себе в хранилище, да, я буду искать не коричневую надпись, а фиолетовую, соответственно. 17110, вот он у меня, красавчик, вот он, такой коричневый, ну и тому подобное. Вот 17140 матовый, смотрим, вот он тоже есть у меня вшитый. Вот, поэтому, если нет у вас возможности пользоваться каталогом и создать для себя живую карту, ну, это денег тоже стоит, давайте будем честны, ламинация и тому подобное. Есть такие вот карты, ну, это обычная карта, они есть в электронном виде, называется Preciosa. Тоже, скажем так, могут вам помочь для создания хотя бы не живой, но хотя бы просто понимать, какие цвета, в какой серии и так далее. Там, не скажу, что там прям это сверхпомощник, но тем не менее. Кстати, почему-то у меня всего одна страничка, что странно. У меня вот такая таблица от ВДВ есть с переводом. Я даже, по-моему, в электронном виде у меня еще нету. Вот. Но сам смысл, что... Видите, выскочила, оказывается. Благодаря вам наведу себе тоже порядок. Тем не менее, можно посмотреть хотя бы ориентировочно, какие цвета, да, и уже в процессе понимать, там, что с чем происходит. Плюс, соответственно, доставать... вот видите, у меня разбитый один каталог по частям почему-то. Но, видите, благодаря вам, благодаря рассказу для вас, я и у себя порядок наведу. Видно, как-то я неправильно что-то вставила и что-то свернула не туда. Но не в этом смысл. Я думаю, вам достаточно понятно, что организация хранения ускорит ваше время на подбор. Вот. Ну, вот таким. Естественно, лучше, конечно, нету чем. У меня вот Олеся Архибис балует, периодически в нее делаю заказы. И я, конечно, вот заказываю вот такие палитры. Ну, как заказываю. Она предлагает выбрать. Это из последних, видите. Я вижу оливковые цвета. Это уже, по сути, для подборки. Так как у меня в каталоге они растянуты по всему, скажем так, размазаны, растянуты. Вот, и тут у меня краски осени, рубиновый сад. Я же говорю, у меня тут свежесть, серая, вот такое. Ну, и видите, нет предела совершенству. Еще будет у меня, кстати, даже здесь понтон из ткани для ускорения вышивки. Организация, извините, я пошумлю. Есть у меня каталог, я покупала даже для бумаги, для ниток. Он символических денег стоит. Он, по-моему, даже обошелся мне дешевле, чем вот эти ламинированные листы. Это для таких производителей или для таких схем, которые в крестиках и нитках DNC, то есть хотя бы можно переводить. Вот, тоже хранение процессов. Переходим к этому. Мы организовали все, подобрали. Все же понимают, что быстро, скорее всего, дело не пойдет. Но прежде чем начать, я бы рекомендовала, сама, правда, все равно грешу, все-таки писать, когда у вас стартовал процесс. Ну, как минимум, это внутренний стимул для того, чтобы, ну, ускоряться. Видите, тут у меня все наоборот. Я только окончание процесса написала, и все. Это стимулирует вас не забыть о процессе. Вот, например, как у меня 9/2019 вышиванка начатая, когда она закончится, но как минимум я о ней помню. Это все уже законченные процессы, но повдохновляться, как говорится. Вот у меня 27.05.2020 начата девушка весна, и, как видите, прогресс крайне мал. Ну, тут неправильный срок, потому что надо зимой стартовать с такими
огромными вещами. Тоже записывайте, обязательно записывайте старт. Просто для себя. Вы не хотите записывать в блокнотик, настройте так, чтобы у вас можно было делать фото с датой, и вы могли полистать и посмотреть, когда вы начали, или что вы начинали в какой-то период. Любого вида рукодельный дневник – это стимул для того, чтобы быстро закончить работу. Потому что зачастую бывают даже такие моменты, когда да, я успею, я за полгода начала, а забыли о том, что надо вышить, посчитать, там еще что-то, ну и так далее. Вот, как вот у меня с девушкой весной цвет один закончился, потому что успел поучаствовать в другой работе. Ну, это лишнее. Лучше в идеале комплектовать именно под сам процесс. Организация процесса. Еще раз вернемся к нему. То есть мы записали все, не пошива самого, а хранение. У меня, я уже несколько раз показывала, вот такие коробочки. Для того, чтобы здесь лежал весь бисер. Это если вот такие достаточно крупные работы с большими органайзерами. Вот. Либо я еще храню в таких папках. Ну, это либо крестиковый, либо какой-то небольшой процесс, где только вот пакетики участвуют. Ну, в данном случае я вот в такой папке, ну, в принципе, так оно раньше и лежало. Оно помещается все. Я могу продемонстрировать вам. Если у вас все в пакетиках, то папка, видите, абсолютно прозрачная. В ней же хранятся и мои процессы, ну, просто бисер в пакетах, который. И я вам сейчас покажу. Они достаточно высокие. Я их покупала оптом в Украине. Их это. И у меня есть для процессов еще там с емотиками и так далее. Вот так вот выглядит мой процесс. Сверху лежит схема, которая вот она, да, и в ней же лежит нитка. Для транспортировки, тем более титан, вот этот бобини у меня есть и такой, просто сейчас я дома вышиваю, никуда не езжу. Вот этот вот процесс в любой момент вы открыли, положили себе на коленки, даже если, извините, шумлю, как обычно, вот, если вы там, не знаю, в автобусе, в самолете, ну в автобусе бисером не сильно не повышиваешь, вот так вот прикрепили, можно даже магнитом с двух сторон, и вышиваете, да, там какое-то количество вышиваете. Ну, я считаю, что, ну, тут как бы ваше право, потому что я, конечно, стараюсь, если в транспорте ехать, все-таки брать ниточные процессы. Так как дома, я вот это все дело пересыплю сейчас, я уже не хочу при вас шуметь. И вот она организация. Мои дополнительные помощники. Это вот такая, да, не удивляйтесь, нет волшебной страны, она оказалась очень хрупкая. Поэтому вот такая вот мусорничка, ее в любой момент тоже можно подвесить на какой-то крючок или там еще куда, она игольница, точнее, извините. И мусорничка, на которой вот, если я потеряла какую-то иголку, я всегда магнитом могу найти. Все. Спецприспособления должны быть. Это у меня специальные иголки. Это уже для каких-то специализированных процессов, проектов и так далее. Я не буду уже доставать свои ножницы. Я думаю, что уже все 100 раз их видели. Для того, чтобы быстро шить и вышивать, должны быть удобные инструменты. Это, по-моему, правда жизни более чем. Почему именно так? Должны понимать, что чем легче вам шить, чем комфортнее, тем, соответственно, больше удовольствия вы получаете от вышивки, да? Ну, я думаю, да. Поэтому, если у вас есть возможность, даже не так, наверное, если у вас есть желание вышивать, то создайте себе максимально комфортные условия для этого. Я вышивала за столом, сейчас вышиваю под ноутбук. Там у меня есть специальный а-ля кухонный, да, столик для завтрака. Вы должны создать для себя максимально комфортные, удобные условия для того, чтобы сидеть, вышивать и так далее.
Девочки, спасибо тем, кто в сообществе в Вайбере. Кстати, ссылка под видео там на сообщество в Вайбере. Там у нас первые новости и тому подобное. Мы обмениваемся информацией. Так вот, поделились лайфхаком, что, оказывается, и абрис-арт можно вышивать, не повреждая пальцы и тому подобное. А всего лишь для этого нужно использовать доп. Иглу, которая будет прокалывать дырочки, тем самым просто сам процесс вышивки будет гораздо быстрее и менее травматичный. Поэтому важно, да, создавать для себя атмосферу всего того, чтобы тебе было удобно. А эти иголки, вот такие изогнутые, они нужны для сумки. Условно говоря, для такой. Я ее уже показывала. Это сумка от Тани Троян. Видите, тут все зашито. Я такой же вышивала от барвистой клатч, но я тогда вышивала обычной иглой. Ну и, честно говоря, особой радости от процесса я не испытала. Поэтому я купила вот такую иглу, которая мне обеспечит проколы. И тем самым я также смогу продолжать вышивать спокойно в 2 прокола. Ну, тут, собственно говоря, иначе и не получится. И при этом, видите, сумка такая. Вот. И при этом я смогу дальше наслаждаться, как говорится, жизнью. Поэтому вот такая иголка, вот такой процесс. И это вещи, да, действительно будут взаимосвязаны. Для такой же вышивки у меня используется вышивка в 2 прокола. Я уже ее неоднократно показывала. И как бы тоже, соответственно, что ускоряет результат. Вот, кажется, я уже обо всем вам сказала. Так, посмотрим. Организация, планирование, хранение, ну и, в принципе, сам процесс вышивки. Вот, поэтому как бы... ну еще такой момент, да, секрет быстрой вышивки не может, наверное, без этого. Я, скажем так, со своего опыта проведу рейтинг, да, самые быстрые по вышивке и самые, наверное, медленные. Ну, правильно, от быстрых медленные. Самые быстрые это вот такая схема. Будет вышиваться быстро, лаконично и тому подобное. Потому что сплошная зашивка, весело, бодро и, скажем так, что еще надо? Вперед, назад и так далее. Вторая и, пожалуй, наверное, одновременно и третья по скорости – это работы в круговой технике. Несмотря на сплошную зашивку, так, подождите, да, нет, все правильно. Эта работа вышивается будет значительно медленнее, потому что, во-первых, здесь как бы шаг, да, возвратный, и третье же место они получают из-за того, что это атлас. Безумно блестит и сливается. Если у меня с этим проблем нету, то многие девочки, конечно, очень жалуются. Вот если круговая техника на габардине, она была бы на 2-м месте, да, а из-за атласа мы смещаемся на 3-е место. 4-е место – это частичная зашивка. Ну, я не придумала ничего лучше, как показать только сервиз, потому что, ну, из такой частичной особо я и придумать не могу. Это частичная зашивка, что вынуждена нас заставляет прыгать с одного кусочка на другой, потом это где-то внутри сходиться и так далее. Ну, скажем так, тут не самое критичное, но имеет место быть. Плюс, опять-таки, 4-е, 5-е место все время отдаем ВДВ из-за того, что у них нет никогда символьной зашивки. В моем случае еще и рвется нитка из-за качества ткани. А в случае многих девчонок это тот случай, когда просто вышивается по бумажной схеме. Поэтому, кстати, вот вам особенности зашивки частичной. Попробую сейчас навести. Видите, как оно все прыгает. Вот туда-сюда пошла, да? То есть нету сплошной заливки. Как ни крути. Кстати, я не боюсь узлов с изнанки, поэтому для меня важно, что оно держится. Так. Ну и, пожалуй,
закрывают наш рейтинг, это деревяхи. Как ни крути, деревяхи очень медленно шьются. Чем лучше на них проработка, тем сложнее и дольше они будут шиться. Причина очень проста, потому что здесь нету нанесенной схемы. Это, по сути, вышивка по чистой канве. Несмотря на сетку, вам придется бороться не только с самой вышивкой, но еще с теми углами, за которые это все удовольствие наше будет цепляться. Неприятно, но факт. И опять-таки следующее — это двухсторонняя вышивка, потому что скорость на деревяхе тогда падает в разы, потому что вперед и назад. Но я исхитрилась изобрести еще один пункт. Это когда лицо вышивается по схеме одной, а спинка вышивается по другой схеме. Пока я еще такого не видела, но у меня уже, как видите, стартануло. Есть еще много вариантов. Это фантазийные и, скажем так, обычные, но вышивки. Но скорость, опять-таки, напрямую привязана к качеству печати и тканям. На домотканных тканях будет вышиваться хуже, потому что натуральных, да, потому что хуже будет видна печать. И опять-таки, почему многие вышивальщицы очень придирчивы к качеству схем, это опять-таки сказывается на скорости быстрой вышивки. Что чем меньше мы видим, чем больше мы присматриваемся, да, я позволю, наверное, себе опуститься и посмотреть вот так, тем больше получается замедление в процессе вышивки. Спросите, зачем и куда гнать, зачем это все было рассказывать, столько, возможно, для кого-то ненужных слов, но текст у меня не для тех, кому это не надо, а для тех, кто готов и понимает, что есть такие обстоятельства, когда захотел ребенок, захотел муж, там еще кто-то из членов семьи, вдруг решили, что прям очень надо, либо кто-то к вам приехал, а вы хотите порадовать этого человека. Поэтому вот вам короткие ответы на, скажем так, вопросы. И еще, наверное, самая любимая тема — хомячество. Если вы решили, что вы пришли в бисер, в хобби, всерьез и надолго, то я вам рекомендую запастись как минимум такими вещами, как нитки и иголки впрок. Хотя в моем случае вот длинные иголки, которыми я сейчас вышиваю, да, вот это вот она, я их не покупала. Эти иголки, конечно же, мне каждый раз попадают в наборах, потому что я в основном покупаю там либо наборами, либо крупные схемы, к ним даются длинные иглы. Короткие я купила обычный регал, и, честно говоря, я довольна и счастлива, потому что мне их хватает достаточно. Нитки для вышивки бисером я не призываю, что у вас там должно быть там обязательно 100 катушек, 100 расцветок, 100 вариантов, но они у вас всегда должны быть с запасом, потому что, опять-таки, куда-то поехали, взяли с собой, оставили и тому подобное, а потом вечером сели, и уже никто никуда не бежит и не вышивает, только лишь из-за того, что оказалось так, что ой-ой, но вышивка не может вышиваться без ниток. Вы ругаетесь, берете, что попадется в доме, это начинает путаться, настроение испорчено, и там вариантов может быть на тему. Я думаю, у каждого ситуации какие-либо случались, а если не случались, то я только за вас рада. Поэтому вот так. Наверное, по поводу секретов о вышивке и понимании, как это происходит, я рассказала. Теперь очень бы хотела услышать ваше мнение по поводу того, как вы вышиваете, почему у вас получается безумная скорость. Я вот знаю, там девчонки вышивают на станке и при этом очень быстро. Вот Наташа Наталинка вообще берет бисер руками. Я, например, всегда не просто прокалываю, я прокалываю и пальцем подхватываю бисеринку. Вот я сколько одета, я пальцем подхватила, и я вместе с пальцем несу. Левой рукой достаю нитку, и, в общем, у меня вот такой вот, знаете, как кто вяжет, тот меня поймет.
Вот, поэтому у всех на самом деле свои моменты, но если вы поделитесь своим опытом, который я не озвучила, я буду благодарна, потому что, ну, интересно понимать, как сделать нашу вышивку и быстрой, потому что хомяк не дремлет, количество схем растет, и плюс продолжать наслаждаться любимым хобби и получать прекрасные результаты, снова и снова радовать себя и своих близких. А на этом я вам говорю пока. С вами была Наталья, канал NK Modern. Пусть с вами случается хорошее и почаще.